Вы на канале «Чайник под парусом». Мы сейчас находимся на острове Майорка. И еще несколько дней назад планировали уйти на материк. Но одно дело планировать, а другое дело реалии. А реалии таковы. Произошел сильный ливень с грозой. Причем молнии были такие, что мама не горюй. Хлестали прям буквально там в 100-200 метрах от лодки. Вот. Значит, когда мы попытались сняться с якоря, то обнаружили, что у нас умер автопилот. Поскольку до этого он нормально работал, в общем-то, единственное предположение, что он умер из-за грозы. Значит, умер он не до конца. При включении он начал жаловаться на шину данных, на ситок так называемый. Это свой формат у Раймарина. Значит, долго я пытался понять, что же он хочет. Оказалось, что дело, в общем-то, не в шине данных, а во внутренних повреждениях самого автопилота. Вот. Просто он пытается тестировать, доходит до микросхемы, которая отвечает за это дело, и на этом, в общем-то, все заканчивается. Значит, я его, конечно же, разобрал. Долго пытался что-либо понять и разобраться, но ничего не получалось. Во-первых, нигде нет никакой информации, ни принципиальной схемы, ни алгоритмов поиска, какого-то сервис-мануала тоже ничего не существует в природе. Значит, путем длительного чтения буржуйских старых форумов все-таки удалось понять, что есть такая микросхемка, вот здесь вот Autohelm контора, которая как раз таки отвечает за вот эту шину данных ситок. Значит, удалось проследить от контактов, от разъемов именно проводники до этой микросхемы, они действительно приходят сюда. Ну, я такой радостный, думаю, ладно, поищу. Даташита на микросхему тоже нигде найти не удалось, как, собственно говоря, и самой микросхемы. Китайцы на Алиэкспрессе продают, но какую-то фигню, потому что она даже в другом корпусе, и совершенно не факт, что это то же самое. В общем, думаю, я такой крутой. Сейчас я ее отпаяю быстренько. И бог с ней, без ситока, но сам-то автопилот будет работать. Отпаял микросхемку, а автопилот без нее вообще не включается. Пришлось запаять на место. Погрустил. Думаю, дай-ка я попробую напряжение на шине данных поднять до 12 вольт, поскольку там всего 1 вольт. Замкнул, и, о чудо, он заработал. Будем надеяться, что таким образом ремонт таким образом будет успешным, и он проживет хотя бы несколько месяцев до момента, когда я смогу подобрать, либо поменять автопилот, либо найти донора для замены этой микросхемки. Для поиска пришлось изготовить вот такие вот тоненькие щупы, поскольку здесь поверхностный монтаж. Значит, для того, чтобы приподнять напряжение, я вот сюда вот запаял резистор. В общем, сейчас я это дело соберу, после чего мы вместе включим это дело, установим и включим. Посмотрим. Помог ли ремонт при помощи кизяка и палок? Или же он был напрасным? Я напрасно потратил время. Но я надеюсь, что все-таки мне удалось выкрутиться. Ну вот, мы его собрали. Значит, забыл сказать, запчасти я брал с вот этой вот платы от старого телевизора, который мне достался вместе с лодкой, который незамедлительно был отнесен на помойку. А вот плату я оставил именно на случай, если
придется куда-то что-то припаять. Ну, в общем, пойдем ставить. Итак, сейчас мы это дело все подключаем. Это датчик положения руля. Это компас. Электромагнит руля. Это управление. Итак, сейчас подадим питание. Вот, значит, пробуем. Ну, видно, что руль крутится, никаких аварийных сигналов не дает, то есть компас он видит. Ну, а коли так, будем надеяться, что он работает. Как долго проживет, я, конечно, не знаю. Но надеюсь, что проживет какое-то время, до момента, либо пока я найду донора достойного, либо пока я найду микросхему. Ну, в общем, всем пока. Спасибо за внимание. Не знаю, было ли интересно. Ого, сколько их там. Они приходили познакомиться с нами.